Всем привет! Сегодня готовим замечательный и очень простой блинный пирог с творогом и яблоками. Веселая масленица. Пирог с блинами получается очень красивый и вкусный. Блины закручены по спирали, а внутри вкуснейшая творожно-яблочная начинка. Этот пирог выглядит, конечно, просто великолепно. Блинчики с этой начинкой. И посмотрите, как хорошо пирог держит форму. Для всех любителей блинов и яблочных пирогов это настоящее наслаждение. Этот десерт понравится и детям, и взрослым. И для того, чтобы приготовить этот замечательный блинный пирог, мне понадобится, конечно, в первую очередь блины. У меня здесь блины, которые я готовила по рецепту, ажурные блинчики с дырочками, тонкие. Я, конечно, оставлю ссылку под видео в описании. Но, конечно, вы можете использовать и другие рецепты блинов. У меня их на канале достаточно большое количество, конечно, я оставлю ссылочку. Также для начинки мне понадобится творог. У меня здесь творог домашний. Как сделать его дома, вы можете посмотреть у меня на канале. Творога здесь у меня 300 граммов. Также в начинку у меня пойдет яблоко. У меня вот такое зелененькое яблоко, оно такое кисло-сладкое, такое, именно с кислинкой такое. Мне кажется, оно прекрасно подойдет для начинки. Конечно, выбирайте эти яблоки, какие нравятся вам. Сахар. У меня здесь 40 граммов. Конечно, сахар корректируйте по вкусу, в зависимости от того, какой у вас творог и какие яблоки. Также понадобится немного лимонного сока, примерно 1 столовая ложка, сливочное масло, небольшой кусочек, 15 граммов. Также в начинку буду добавлять 1 чайную ложку экстракта ванили. И еще в начинку у меня пойдет 1 яйцо. Второе яйцо пойдет для заливки. Для заливки мне еще понадобится 15 граммов растопленного сливочного масла, сметана 50 граммов и 1 столовая ложка сахара. Приготовлю начинку. Сначала мне надо немного протушить яблоко, чтобы оно стало мягче. Я включила разогреваться сковородку, а в это время сама очищаю яблоко от кожицы и нарежу его мелкими кубиками. Отправляю на сковородку сливочное масло, пускай оно растапливается, а я режу яблоки. Масло растопилось, отправляю на сковородку яблоки. И сразу же поливаю лимонным соком. Слегка перемешиваю и добавляю сахар. И продолжаю тушить. Тушу яблоки примерно минут 5-7, чтобы они стали мягче. Яблоки у меня протушились, лишняя влага ушла. Посмотрите, они стали более мягкие. Слишком сильно их я не хочу делать мягкими, чтобы они все-таки чувствовались, яблочки, чтобы они не расползались. Если вы хотите, можете чуть дольше подержать яблоки на огне, тогда они будут, конечно, мягче. Сейчас снимаю сковородку с огня и дам яблокам немного остыть. Закончим приготовление начинки. В творог я добавляю 1 яйцо, добавляю экстракт ванили. Хорошо перемешиваю. И теперь в творог я добавляю яблоки. Посмотрите, они стали вот такие прозрачные, очень вкусные, ароматные. Все перемешиваю. И замечательная начинка для пирога с блинами у меня готова. Выпекать мой пирог я буду вот в такой разъемной форме, диаметр 24 сантиметра. Дно я застелила пергаментной бумагой и сейчас смазываю от общего количества сливочным маслом и дно, и бока формы. И сейчас я буду формировать пирог. Выкладываю блинчики, причем выкладываю вот этой стороной, которая более темная, вниз. Выкладываю несколько блинчиков внахлёст. Я буду формировать по 3 блинчика. Посмотрите, какие они с дырочками, ажурные, очень красивые. Теперь выкладываю сверху на блинчики начинку. Разравниваю. И закручиваю блинчики. Вот так вот аккуратненько. Подкручиваю.
у меня получился вот такой длинный рулетик. И сейчас все очень просто. Закручиваю рулет улиткой. Сформированную улитку я переношу в форму, укладываю прямо посередине и формирую следующий рулетик. Аккуратно переношу следующий рулетик. Конечно, если неудобно формировать по 3 блинчика, можно формировать по 2 рулетики, чтобы удобнее было переносить в форму. И вот так вот аккуратненько соединяю хвостики и подкручиваю. Формирую следующий рулетик и аккуратно переношу последний рулетик. Выкладываю по кругу. И в мою форму сюда помещается последний блинчик. Вот таким образом. И как раз все очень хорошо и плотно легло. Всего у меня в форме получилось 13 блинчиков. Конечно, очень многое зависит от того, насколько много вы заполняете начинку в рулетике, в блинчике. Сейчас я приготовлю заливку для моего блинного пирога. Добавляю в миску 1 яйцо, добавляю сметану. Можно, кстати, вместо сметаны использовать какой-то йогурт. Добавляю сахар, 1 столовую ложку и растопленное сливочное масло. Хорошо все перемешиваю. И у меня получилась вот такая заливка для пирога. И теперь заливкой хорошо промазываю и заливаю, так сказать, весь пирог. Сначала промажу, чтобы везде заливка попала, между блинчиками особенно, чтобы они соединились во время выпечки. И выливаю сверху всю заливку. И, так сказать, в процессе приготовления пирога у меня возникла еще идея украсить пирог яблоками. Я сейчас возьму яблоко, вырезаю серединку и просто яблоко порежу дольками, вот такими тонкими. Яблоки я слегка сбрызгиваю соком лайма, соком лимона, в общем, все, что у вас есть. У меня лайм, поэтому сбрызгиваю лаймом, чтобы они не потемнели. И сейчас яблоки вставляю вот так вот в спиральки эти по кругу с небольшим нахлестом. Мне кажется, прямо это украшение так и просится для этого пирога. И сейчас мой крутой блинный пирог с яблоками я отправляю в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20-25 минут, так как у нас все готово, и блины готовы, и начинка тоже, просто чтобы все объединилось вместе и немного запеклось. Мой блинный пирог я достала из духовки. Посмотрите, как он красиво подрумянился. Сейчас дадим ему время немного остыть, и можно подавать к столу. Сверху пирог присыпаю слегка сахарной пудрой и украшаю листиками мяты. С таким пирогом точно можно встречать веселую Масленицу. Друзья, вы только посмотрите, какой замечательный пирог получился. Для всех любителей блинов и яблок настоящий праздник. Я отношусь к таким. Люблю и яблочные пироги, и люблю блины. Здесь, конечно, очень важную роль играет, какие вы приготовите блины. Если блины вкусные, будет вкусный пирог. И, конечно, здесь великолепная начинка. Очень нежный творог с яблоками. Бесподобно. Я всем рекомендую встретить Масленицу с таким замечательным пирогом с блинами. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изи Кук «Позитивная кухня». Всем пока!